Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 6 апреля, и вы знаете, сегодня достаточно волшебный день. Поэтому сегодня, в этот день, в любое время проведите одну уникальную практику. Поднимите глаза к небу и скажите волшебные слова для того, чтобы открыться изобилию, достатку и благополучию в своей жизни. При этом эту практику главное, чтобы вы провели сегодня в любое время, но очень важно, чтобы вы в этот момент были в хорошем расположении духа, не злились, не отправляли какие-то негативные посылы, потому что, да, практика она пройдет или просто криво, или вообще не сработает. Так что, пожалуйста, обращайте на это особое внимание. Но прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите следующую волшебную фразу. Сегодня я, ваше полное имя, привлекаю финансовое изобилие и процветание в свою жизнь. Истина, да будет так. Пусть эта фраза поможет вам сонастроиться с энергией Вселенной. Также благодарим всех, кто нас поддерживает донатами. Итак, друзья, начинаем. Итак, сегодня у нас 6 апреля, и сегодня тот день, когда мир наполняется таинственной магией, обещает нам удачу, успех во всех наших делах и начинаниях. Поэтому сегодня обращайте внимание вообще на небо и попробуйте принять его бесконечную красоту и загадочность. Внимательно взглянитесь в небеса, потому что достаток обязательно придет в вашу жизнь и поможет вам, и также принесет в вашу жизнь необходимые перемены. Вообще, сегодняшний день, 6 апреля, это время для внутреннего преображения и переосмысления. Многие люди сегодня ищут ответы на свои вопросы, обращаясь к тому, что превыше нас, и пытаясь понять, как мы можем использовать свои силы, свою энергию. Поэтому также сегодняшний день постарайтесь проститься с прошлым и откройтесь новым возможностям для вашего будущего. Даже если вам тяжело сегодня на душе и вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, то практика вам тоже очень сильно поможет. Поэтому ваша задача не травмировать себя, не злиться. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы заботились о себе. Постарайтесь также уделить внимание своей красоте, своему внутреннему состоянию, гармонии, балансу. Поэтому постарайтесь сегодня, например, наслаждаться природой, побудьте на свежем воздухе. Есть у вас дача, огород. Постарайтесь как можно больше сегодня соприкасаться с природой и вдохновляться этой красотой для собственного внутреннего преображения. Поэтому сегодня вот тот день, когда мы должны с вами сонастроиться с энергией Вселенной. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами канун Благовещения, канун великого праздника. Поэтому постарайтесь сегодня уделить внимание своему дому, сделать уборочку, подготовиться к празднику. Это очень важно. На что еще, друзья, стоит обратить внимание? Давайте теперь проговорим касательно лунного календаря, чтобы вы понимали. Итак, друзья, у нас сегодня с вами 6 апреля, убывающая луна в знаке зодиака Рыбы, 27-е лунные сутки. Для многих людей убывающая луна это тяжело переносится, потому что энергии как минимум не хватает, люди раздражены, люди недовольны, люди не знают, что им делать, куда бежать, поэтому подумайте, если вам сегодня ничего не хочется, вам хочется полежать, посмотреть телевизор, прогуляться, лучше сделайте это. Не заставляйте себя делать, например, ту же генеральную уборку или какую-то большую глобальную стирку всего и всех в своем доме или в квартире. Будут у нас еще с вами дни, когда вы можете и устроить генеральную уборку. Все мы с вами будем готовиться к Пасхе. И, соответственно, поэтому лучше уделите внимание сегодня себе. Подумайте о том, как вы можете быть гармоничными, как вы можете быть в радости, в понимании, в гармонии с самим собой. Сегодня очень важно уделять внимание, в первую очередь, себе. И постарайтесь вдохновляться. Если нечем вдохновляться, потому что у каждого есть свои какие-то моменты, нюансы, подумайте о том, как вы можете сегодня себе помочь. Даже если многие сейчас скажут, у меня нет денег, и мне нечем себя побаловать, придумайте, чем это может быть. Возможно, это могут быть сегодня танцы, включите свою самую любимую музыку или прочтите какое-то стихотворение, которое вас, возможно, вдохновит. У каждого это будет свое.
Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня убывающая луна в знаке зодиака Рыбы, а это добавляет этому дню элемент интуиции, чувствительности и сочувствия. Сегодня очень важно, чтобы вы обращались к своей внутренней мудрости и постарались понять глубокие эмоциональные аспекты своей жизни. Также этот день достаточно благоприятен для творчества, для вдохновения, для духовного роста. Однако, несмотря на позитивные аспекты этого дня, важно быть внимательными и к возможным опасностям, которые сегодня могут быть в этот день. Знак зодиака Рыбы может сделать нас более уязвимыми к влиянию окружающих людей и склонными к эмоциональному переутомлению. Мы можем столкнуться с иллюзиями или с обманом, поэтому важно сегодня сохранять ясность ума и доверять своей интуиции. Также сегодняшний день может вызвать чувство усталости, раздражения, поэтому все-таки уделяйте время отдыху, уходу за собой, избегайте начала новых дел в этот день и сосредоточьтесь на завершении текущих задач. Очень важно, чтобы в этот день, 6 апреля, вы соблюдали баланс и гармонию во всех аспектах своей жизни, потому что это поможет вам привлечь максимальную пользу и избежать возможных опасностей. Также сегодняшний в этот день будьте осторожны в общении, потому что сегодня неправильное слово или неправильная трактовка может привести к скандалу и к недопониманию. Поэтому, друзья, чтобы этого не было, будьте все-таки сегодня терпимее, мудрее по отношению к другим людям, вне зависимости, это ваши родные, близкие люди или это просто люди на улице. Людей, вы знаете, энергии сейчас не хватает, и некоторые люди, прямо как энергетические вампиры, очень сильно просыпаются и пытаются любыми способами взять нашу созидательную энергию, нашу светлую энергию. Поэтому, чтобы этого не было, старайтесь как можно меньше на это реагировать. Да, это очень сложно, особенно сейчас такое идет тяжелое время, нас проверяют всех именно как нашу карму, как мы сдаем свои жизненные уроки. И здесь очень важно просто нести в сердце мир, любовь, гармонию. Даже если вы раздражены и вы недовольны, вы должны понимать, что пока не пройдет определенные ситуации в жизни вашей и других людей, то ничего не изменится. Поэтому не торопите, как говорится, всему свое время. На что давайте теперь поговорим о лунном календаре здоровья. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 6 апреля, этот день представляет такой важный день с точки зрения лунного календаря здоровья. Почему, вы спросите вы? Дело в том, что, как мы уже сказали ранее, Луна сегодня находится в знаке зодиака Рыбы, а она пролонгирует энергию, благоприятную для обновления и для очищения нашего организма. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Рыбы способствует активному выводу токсинов из организма и очищению тканей. Это отличный день для проведения детоксикации и очищения организма, что может быть достигнуто, опять же, через правильное питание, через употребление большого количества воды, и постарайтесь убирать вредные привычки, насколько это возможно. Помните о том, что вредные привычки, их нельзя убрать за один день или за одну секунду, это нужно определенное время. Так вот, сегодня, именно 6 апреля, начните это делать вне зависимости. Даже если вы любитель очень сладкого, подумайте о том, как вы постепенно, по чуть-чуть будете избавляться от сахара и именно сладких продуктов питания. Потому что вы должны разобраться, что вам не хватает в организме. И ввиду того, что, например, вам не хватает магния, цинка, других элементов, и, соответственно, организм дает команду, и мозг принимает решение, как это быстро сделать, через сладости, через вкусняшки. Вы должны понимать, что не всегда это полезно и не всегда это помогает. Иногда лучше съесть те же бобовые, например, да, ту же фасоль или еще какие-то другие, или тот же буряк съесть, да, она же свекла, морковку, сделать сок, например. Это, наоборот, будет намного полезнее, чем если вы будете есть сладости или какую-то химию. Да, она вкусная, да, она утоляет аппетит, но это все время.
одновременно. Мы с вами должны идти к чистым продуктам питания, к очищению. Да, это очень сложно в нашем современном мире, особенно для тех людей, которые живут в больших городах, но вы должны понимать, что если вы ставите перед собой цель, то вы всего добьетесь. Также старайтесь сейчас побольше есть зелени, это может быть и петрушка, укроп, кинза, зеленый лук, другую зелень. Тот же шпинат, делайте смузи, просто так кушать, если любите, это также вам поможет. Особенно это касается женщин, потому что им зелень очень-очень нужна. Она очень богата всевозможными витаминами, и она вам поможет. Так что, пожалуйста, не игнорируйте эти советы. Кроме того, этот день, друзья, благоприятен для того, чтобы заниматься йогой, медитацией, практиками, которые будут направлены на улучшение вашего душевного и эмоционального состояния. Кроме того, как мы уже сказали ранее, знак зодиака Рыбы сегодня усилит интуицию и чувствительность, поэтому важно прислушиваться к своему телу и к своим эмоциям, чтобы обеспечить его оптимальное функционирование. Также сегодня следует быть осторожными с лекарственными препаратами и процедурами, которые связаны с хирургией, поскольку убывающая луна может сделать организм более чувствительным к воздействию внешних факторов. Поэтому важно сегодня обращаться, если вот что-то срочное, к врачу, к специалисту перед принятием каких-либо серьезных медицинских мер. И вот такой хотим вам дать еще маленький совет на этот день. Уделите внимание своему здоровью и позаботьтесь о себе и о своем организме, чтобы извлечь вот максимальную пользу из этого дня. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что он обещает быть интересным и достаточно важным. Вы знаете, что Луна находится в знаке зодиака Рыба, а это добавляет особую энергию и влияние на финансовые дела. Поэтому сегодня хорошо вот именно убывающая Луна, когда в знаке зодиака Рыбы, это освобождаться от каких-то своих старых долгов, от негативных денежных обязательств. Также, возможно, у вас есть какие-то долги, кредиты, пытайтесь от них избавляться, насколько это, конечно, возможно. Также проанализируйте свой бюджет, избавьтесь от ненужных расходов. У каждого это будет свое, но очень важно, чтобы вы осознавали и понимали, что вам стоит делать. Также избегайте сегодня крупных финансовых сделок, каких-то решений, особенно если не связаны с риском или нестабильностью. Лучше отложить такие действия уже на после 9 апреля, когда у нас закончится и солнечное затмение, придет новолуние и закончится коридор затмений, который очень важен для нас всех, когда немножко людей вводят в заблуждение, и люди не всегда понимают, к чему они должны прийти, что они должны делать. Теперь давайте уделим внимание карте Таро на этот день 6 апреля. Итак, друзья, выпала карта десятка пентаклей. Давайте посмотрим, что же она несет, какую для нас очень важную и ценную информацию. Итак, друзья, сегодня обращаем ваше внимание, что именно эта десятка пентаклей, она ассоциируется с материальным благополучием, с финансовым успехом и, конечно же, с плодотворным трудом. И, как вы понимаете, для того, чтобы вы сегодня смогли или в дальнейшем добиться благосостояния, процветания, изобилия, от вас именно сегодня, 6 апреля, требуется усердная работа, терпение и умение управлять ресурсами. Да, это очень сложно, но все-таки нужно. Кроме того, десятка пентаклей говорит нам о важности финансовой ответственности и осознанного распоряжения ресурсами. Она призывает нас к тому, чтобы быть внимательным к своим финансовым обязательствам, заботиться о своих материальных потребностях и стремиться к устойчивому благосостоянию на основе честного и трудолюбивого, именно честного. И трудолюбие вам сегодня в этом поможет. Ну и давайте посмотрим, что же говорит нам Архангел Михаил на этот день, 6 апреля. Архангел Михаил нам говорит о том, чтобы мы были сильными и уверенными в своих действиях. Этот день призывает нас к тому, чтобы мы не поддавались страху и сомнениям, а действовали с решимостью и решительностью. Архангел Михаил напоминает нам, что мы бы обладали внутренней силой и мудростью, чтобы преодолеть любые
любые препятствия на нашем пути. Также важно помнить сегодня о поддержке и защите себя и своих близких и родных людях. Но в то же время сегодня нужно быть очень осторожными, быть внимательными. Старайтесь искать сегодня источники вдохновения и поддержки, если у вас возникают сегодня какие-то трудные моменты. А также это поможет вам обрести уверенность в своих действиях и иметь веру в свои способности. Теперь, друзья, давайте с вами поговорим о практике, которую мы сегодня рекомендуем вам провести в этот день. Эту практику вы сегодня можете провести в любое время. Девочки и мальчики, не обязательно вот прямо сейчас, можете несколько раз, в зависимости, как вы интуитивно чувствуете. Если у вас вот действительно такая вот патовая ситуация, эту практику сегодня можно провести несколько даже раз, но хотя бы чтобы разница была 1 час. Помним, мы проводим ее только с хорошими мыслями и с открытым сердцем. Итак, просто возьмите, поднимите голову вверх и скажите: я, ваше полное имя, да, вот именно надо сказать ваше полное имя, открыто для новых возможностей и благосостояния. Мои финансовые цели достижимы, и я верю в свою способность привлекать богатство. Я благодарна за все деньги, которые приходят ко мне сегодня и всегда. Истинно да будет так. После этого еще пару минут постойте, поблагодарите себя, поблагодарите высшие силы за те блага, которые есть в вашей жизни. И после этого уже идите и занимайтесь своими делами. Эти слова мы оставим, друзья, в описании к этому видео, поэтому обязательно перепишите. Конечно, лучше их запомнить, но если это не получается, тогда перепишите или сделайте скрин, но когда будете их произносить, пожалуйста, постарайтесь это говорить осознанно. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 6 апреля. Мы всем желаем мира, любви, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будет все только в самом лучшем виде. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: сегодня я, ваше полное имя, привлекаю финансовое изобилие и процветание в свою жизнь. Истина да будет так. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.